Россия тратит на войну очень много денег. Намного больше, чем может, и это интуитивно давно понятно. Но в последние годы создалась иллюзия, что будто бы все эти расходы бюджету и в целом российской экономике нипочем. Что все только растет, цветет и пахнет. Санкции и война будто России только выгодны. В эту иллюзию вложено много денег, поддерживать ее все сложнее. Давайте сегодня обсудим, как она создана, какие реально в России расходы на войну, откуда путинская система берет деньги и что будет, когда по этим счетам все-таки придется платить. Мы уже пару лет упорно повторяем. Реальные расходы на войну сложно не то что посчитать с какой-то приемлемой точностью, но даже просто прикинуть. Расходы федерального бюджета по статье «Национальная оборона» — это даже не половина, это просто условная цифра, которая показывает, сколько денег получает непосредственно Минобороны. Миллионы рублей, выплачиваемые регионами за подписание контракта, в этой сумме, например, не учитываются. Они идут из региональных бюджетов, зашиты в субсидиях и бюджетных кредитах. А еще есть льготные субсидируемые кредиты оборонным предприятиям. Они же не просто так стали льготными, не потому что банки внезапно так расщедрились, нет. Все, что не платит предприятие ОПК, платит кто-то другой, и этот кто-то – российский федеральный бюджет. Когда путевого обходчика из РЖД забрали на войну, и РЖД вынуждены искать нового за большие деньги, это что, не расходы на войну? А ремонт пострадавших от обстрелов нефтебаз? Закупка танкеров для теневого флота? Оплата посредников для серого экспорта и импорта? Как это назвать иначе, чем расходы на войну? Война так устроена, что когда ты увеличиваешь военный бюджет на миллиард, как минимум еще 1 миллиард, а скорее всего больше, будет размазан по другим расходным статьям. Этим расходы на войну отличаются от любых других. Если ты вкладываешься в какое-то благо, то тем самым ты на чем-то экономишь. Ты вкладываешься в здравоохранение, и как результат люди дольше живут, дольше работают, а ты получаешь больше налогов и понесешь меньше социальной нагрузки. Вложишься в образование, получишь более квалифицированный персонал, который, опять же, будет дольше и лучше работать, больше зарабатывать, больше налогов платить. Соединишь мостом два города, перестанешь субсидировать пассажирские перевозки в обход реки. Инфраструктура, человеческий капитал, безопасность – все эти расходы не в минус, а в плюс. С войной все иначе. Каждый рубль, ушедший на войну, потрачен на то, чтобы причинить вред. Ты заплатил несколько миллионов рублей новому рекруту, чтобы грохнуть его в окопе. Оставить овощной склад без сторожа, а детей без отца, жену без мужа. Из семьи, где было двое работающих взрослых, которые как-то худо-бедно содержали себя и детей самостоятельно, ты потратил несколько миллионов рублей и сделал из такой семьи мать-одиночку с 3 детьми, которая очень быстро потратит похоронные выплаты на улучшение жилищных условий, но дети-то будут хотеть кушать каждый день и дальше. И ближайшие десяток лет пособиями и льготами придется их как-то содержать. Расходы на войну можно сравнить с расходами на наркотики в индивидуальном измерении. Каждый рубль, потраченный на героин, кокаин или мефедрон, заставит потратить в будущем сильно больше на реабилитацию и лечение. Еще одно негативное свойство военных расходов – это постоянный их рост по принципу снежного кома. Мы и об этом тоже много говорили. В 2022 году на Украину наступал готовый танк с подготовленным экипажем. Танк прибыл к нам еще из СССР и уже был в наличии. Он в моменте стоил 0 рублей, разве что нужно было потратиться на заправку дизелем. В 2023 году танк из СССР все еще был, но экипаж для него надо было уже собирать заново, из мобилизованных или из платных добровольцев. Потеря этого танка вместе с экипажем провоцирует уже совсем другие расходы. Теперь нужно строить новый танк. Танк, который горит сегодня, это сущность, созданная с нуля. В начале войны этого танка не было, а те, кто им управляет, не знали, что будут танкистами. В момент прилета в этот танк дрона сгорают не только люди в нем, сгорают сотни миллионов рублей, отданные за производство танка. Сгорают десятки миллионов, отданные за рекрутинг экипажа. Добровольцы тоже добровольцам рознь. Мы видим, как работает это срезание слоев. Сначала были прям реальные добровольцы, которым лишь бы повоевать и пофиг с кем, где и за что. Потом были те, кто сознание от восторга потерял, увидев зарплату в 200 тысяч рублей. А потом началась гонка выплат. Гонка, которую не остановить. Каждое новое повышение создает приток желающих, который очень быстро себя исчерпывает. И выясняется, что люди по миллиону закончились, теперь нужны по 2, потом по 3, сейчас уже по 4 и так далее. Поэтому, когда мы видим вроде бы очень существенный рост военных расходов, аж на четверть в 2025 году по сравнению с 2024, мы должны понимать,
что он даже и близко не отражает реальное положение вещей и реальный рост военной нагрузки на российское государство. Тема эта ждала своего эксперта, способного оценить все в цифрах. Потому что, с одной стороны, все как бы интуитивно и очевидно, с другой стороны, нужен специалист, который разложит по цифрам. Специалист такой появился – бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди. В своей рассылке он показывает, что за счет серых схем финансирования реальные расходы России на войну примерно вдвое больше тех, что отражены в федеральном бюджете. Кеннеди обращает внимание на резкий рост кредитования российских оборонных предприятий, обеспеченный подписанными Путиным 25 февраля 2022 года поправками о льготном кредитовании оборонной сферы. Общий объем задолженности российских предприятий достиг 415 миллиардов долларов. Он вырос на 71%, причем 250 миллиардов долларов пошли именно на обеспечение военного производства, на финансирование убыточных оборонных предприятий. Объем корпоративной задолженности, накопленный к осени 2024 года, уже превысил не только оборонные расходы за 2,5 года, но и вообще все расходы федерального бюджета на войну. Выводы Кеннеди можно свести к одной простой формуле. Российское государство очень стремилось всем продемонстрировать, что оборонные расходы ему нипочем, будто деньги никогда не закончатся. Более того, государство стремилось демонстрировать, что война приносит исключительно пользу и экономический рост, а значит, воевать можно вечно. Теперь мы плюс-минус понимаем, за счет чего эта иллюзия существовала. За счет накопления гигантской задолженности. Теперь мы понимаем, что военный бюджет даже в своем гипертрофированном состоянии на самом деле не мог тянуть этот фестиваль неслыханной раздачи денег всем подряд. Что на самом деле все эти новые рабочие места с гигантскими зарплатами, растущие как грибы после дождя заводы по производству дронов, бушлатов и вообще всего потребного для войны, это все накопление долгов. Государство тратит на войну все, что у него есть, и мы это знали. Но теперь мы понимаем, государство, кроме прочего, создало целую теневую систему, с помощью которой военное производство финансируется необеспеченными банковскими кредитами. А называя вещи своими именами, из банков под видом займов выкачивают бабло на войну. Прямо сейчас на балансах российских банков находится 250 миллиардов долларов кредитов убыточным оборонным предприятиям. Кредитов, которые заведомо не будут возвращены силами самих предприятий. Кредитов, которые либо будет закрывать государство, либо это будут дефолты. У государства сейчас, очевидно, нет таких денег. Все-таки это не шутка, когда объем долгов превышает доходы от нефти. А банковская система таких дефолтов не переживет. С самого начала было очевидно, что все не может быть так просто. В экономике не могут просто возникнуть деньги сразу на все. Даже с учетом всех расходов бюджета где-то должен быть дополнительный источник. Кто-то за это платит. Кто-то в ситуации, когда все наедаются, стал кормом. Сейчас стало понятно, кормом стала банковская система. Что нельзя взять из бюджета, забрали с банковских балансов. Ключевой вопрос тут: зачем и что теперь будет? Ответим на эти вопросы после небольшой рекламы. Блокировка YouTube в России привела к росту просмотров в Нидерландах, Германии, Финляндии, Сербии, в тех странах, где часто устанавливают VPN-сервера, которыми пользуются россияне, чтобы обходить блокировки. Поэтому одновременно с блокировками YouTube Роскомнадзор пытается заблокировать и VPN, в том числе выкидывая приложение из App Store. Поэтому многие VPN-сервисы сейчас ведут работу в Telegram. Так надежнее. Один из них — VPN Liberty — анонимный сервис с множеством серверов и без фиксации пользователя. Захотите смотреть YouTube из Австрии или Канады, запросто сможете изменить локацию прямо в Telegram-боте. И даже сотрудники VPN Liberty никогда не узнают, на какие сайты вы заходили и что смотрели, ведь они не записывают и не хранят эту информацию. VPN Liberty дает два протокола вместо одного за одну подписку, что максимально защищает пользователей от блокировок VPN. К тому же команда Liberty создала новую дополнительную защиту, примерно так же, как делал Telegram, выставляя подменные IP на все узлы системы. Даже если их решат заблокировать, команда сразу поменяет IP хоть на всех узлах разом, а вы проблемы даже не заметите. При этом сервис максимально доступный, нет никаких ограничений на количество устройств. Можете подключить к VPN хоть 3 телефона и 5 ноутбуков. А с 13 по 17 января у VPN Liberty проходит розыгрыш. Ваши шансы тем больше, чем больше месяцев подписки вы приобретете. В конечном итоге все решит жребий.
3 счастливчика получат разные подарки. MacBook Pro 14 M4, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2. А в придачу к розыгрышу вас ждет еще и скидка в 15% для всех пользователей, которая суммируется с другими скидками, например, за годовую подписку. Так что если вы ищете надежный VPN, подключайтесь к Liberty. Ссылка в описании. Продолжаем. Спасибо, что смотрите. Реклама помогает каналу оставаться независимым. Мы говорили о том, что стал очевидным факт. В экономике не могли возникнуть деньги сразу на все. Кормом послужила банковская система. Так вот, ключевой вопрос – зачем? Зачем таким хитрым способом маскировать накачку экономики деньгами в обход ключевой ставки? Почему бы просто все не финансировать напрямую из бюджета? По 2 причинам. Во-первых, у бюджета столько нету. Если совокупная задолженность проблемных предприятий ОПК реально достигает 250 миллиардов долларов, то взять их банально неоткуда. Это 60% всех расходов российского федерального бюджета за 2025 год. Даже частичное покрытие такой задолженности будет означать бюджетную катастрофу и невозможность государства платить по своим обязательствам. Это все. Государство залезло в банковские балансы потому, что взяло на себя гораздо большую нагрузку, чем может потянуть. Тут ответ простой. Но в данном случае есть очень важное «во-вторых», на которое указывает Кеннеди. Параллельная система финансирования войны, не отраженная в бюджете, это часть военной стратегии. Из выводов аналитика следует, иллюзия благополучия, на которую направлено параллельное финансирование войны, иллюзия, что деньги просто падают с неба и всем их хватает, создавалась не только для внутреннего потребления. Не для того, чтобы граждане считали войну лучшим временем в жизни. Видимо, в первую очередь ожидался и был во многом достигнут другой эффект – деморализация западных союзников Украины, которые действительно попали в очень непростую ситуацию. Россия воюет, мы не воюем. У России граждане гибнут, у нас нет. Мы вводим первый пакет санкций, второй, 5, 10, 20, а им хоть бы хны. У них экономика и доходы растут. Мы сокращаем потребление российских энергоресурсов, у нас растет коммуналка, дорожает электричество и бензин на заправках. Наши избиратели недовольны, на нас оказывается политическое давление. А с той стороны фронта кажется, что все расцветает, ренессанс. Да, Россия вынуждена закупать наши комплектующие вдвое дороже, потому что тянет их через цепочку посредников. Она теряет деньги от экспорта энергоносителей, потому что вынуждена вести его серыми схемами. Но никакого немедленного эффекта-то нету на ее экономику. Ничего не оказывает, никакого влияния. Ну да, у них там дефицитный бюджет, постепенно разгоняется инфляция, слабеет национальная валюта. Но, условно говоря, к концу 2023 года все выглядит не так уж и страшно, а то и вообще неплохо. Плохо, конечно, может быть для страны в обычном состоянии. Но для страны, которая уже 2 года воюет, которая потеряла кучу людей разными способами, кого-то выдавила из страны, кого-то убила на фронте, кого-то заняла бесполезным трудом. Для такой страны, которую последовательно отрезают от ее главных рынков сбыта, все выглядит неплохо. А где-то даже очень хорошо. И как же так-то? Усилия, уходящие в никуда, это чрезвычайно деморализующее явление. Одно дело помогать деньгами, оружием, санкциями жертве агрессии, у которой есть шанс агрессора забороть или хотя бы ослабить для переговоров. Совсем другое дело – воевать против кого-то неубиваемого, какого-то такого неубиваемого противника. Занимаешься бесконечным и бесполезным делом. Ты встретился с финальным боссом в игре, которого бьешь кулаками, фигачишь фаерболами, бомбы на него бросаешь, а он только растет, и полоска жизни не уменьшается ни на процент. За первый же год войны Путин сжег боеприпасов, техники, ракет больше, чем было сделано за всю историю новой России. Не просто так Пригожин наехал на Минобороны, потому что уже поздней осенью, спустя буквально 8 месяцев после начала вторжения, умудрились истратить все советское наследство. Самый милитаризованный режим на планете, Советский Союз, не заготовил столько снарядов за десятки лет, сколько Путин распулял за 3 десятка недель. Казалось бы, с таким масштабом прожигания ресурсов Путин должен пойти на переговоры. Все-таки не от хорошей жизни приходится переделывать зенитно-ракетные комплексы под стрельбу по наземным целям. Не просто так вводят в бой танки начала 50-х. На что Путин давал понять: да без вопросов, я за все плачу. Чип для новой ракеты стоит в 10 раз дороже, значит заплачу в 10 раз больше. Хотите? Да хоть в 20. Инженеров для их постройки не хватает, а я дам инженерам зарплату в 5 выше и найду.
Нет станков и производственных линий. Так закупим кружным путем через весь мир и тоже в 10 раз дороже. А что, у нас навалом этого добра. Профукали производство своих дронов? Так купим у Ирана. Нет снарядов? У Кима есть. Ким будет продавать дорого и плохое. Ну плевать, мы возьмем количеством. Купим много плохого и много пульнем. У меня не закончатся ресурсы, говорит Путин. У меня чит-код на бесконечные деньги, а у вас нет. У вас настоящие избиратели, демократия, так что выкусите. Я сжег профессиональную армию, споткнулся о мобилизацию и нет людей? Да какие вообще проблемы? У меня в регионах зарплата по 30 тысяч в месяц. Буду людей покупать по 1 миллиону. А потом по 2, 3, 5, 10. Да мне все равно. Вам не принудить меня к миру, потому что никакие издержки войны меня вообще не касаются. Пока вы по миру ищете Украине 1 миллион снарядов на год, я просто отправлю Киму железнодорожный эшелон денег и получу боеприпасов столько, сколько надо. Это довольно мощная диспозиция на коротком отрезке. Называется по-простому блеф. Если твою крепость осадили и хотят взять измором, то можно закатить в ней гигантский пир на весь мир и еще захватчикам со стены еды бросить. Дескать, да мы тут уже объелись все, нате ешьте. Но этим нельзя заниматься вечно. В итоге ресурсы, потраченные на производство впечатлений, закончатся. В итоге жрать будет все равно надо, а нечего. Кеннеди приходит к выводам, которые после прочтения кажутся самоочевидными. Во-первых, именно эта система параллельного кредитования в обход ставки ЦБ и стала главным фактором разгона инфляции. Центробанк просто потерял контроль над огромным потоком денег, несущихся в экономику. Как следствие, он вынужден поднимать ставку для всех остальных, чтобы хоть как-то высосать деньги, идущие одновременно и из бюджета, и из банков по сниженным ставкам. Чтобы произвести впечатление, будто мы можем что угодно делать и сколько угодно воевать, убивается вся экономика, не связанная с войной напрямую. Во-вторых, мы очень близки к точке, где государство будет вынуждено взять на себя спасение закредитованных предприятий, что съест половину федерального бюджета и поставит крест на содержании и перевооружении армии. В-третьих, создав фактически теневой бюджет, Россия скрывает реальные масштабы бедствия в собственной экономике. А значит, когда все выйдет наружу, государство окажется близко к тому состоянию полного банкротства, которое погубило Советский Союз. Но что, по-видимому, гораздо важнее для Путина в моменте, если для западных союзников Украины, в первую очередь для США, этот блеф станет очевидным, станет абсолютно ясно, что на самом деле никаких ресурсов воевать без конца у России нет. И она выдыхается, накапливая неподъемные долги и ставя под угрозу свою банковскую систему. Если так случится, тогда ни о каких переговорах с позиции силы речи уже идти не будет. Все готовы уступать тем, кто может воевать бесконечно, но никто не готов уступать потенциальному банкроту. До завтра.